Я вас всех приветствую. В этом видео я покажу и расскажу, как подготовить ванную комнату к укладке плитки на стены и на пол. Что для этого необходимо сделать. Ничего сложного в этом нет, но некоторые нюансы я вам расскажу. Как вы можете наблюдать, это ванная комната. Я в ней буду укладывать плитку. Вернее, я ее укладывать уже начал. Ну и заодно расскажу про все ошибки. Сразу про косяк. Перед тем, как начинаете делать ремонт в ванной комнате или в любом помещении, сначала прокладывайте везде штробы. Крушите, ломаете, все планируете. То есть весь мусор планируете в самом начале. У меня получилось в самом конце. Я это дело прозевал. Из-за этого у меня везде пыль, пыль и пыль. Но это я сейчас все уберу. Итак, как я говорил выше, сначала все штробим. Прокладываем электропроводку. Все тщательно планируем. Я вначале спланировал все не очень удачно. Пришлось все переделывать. Далее. Разбираемся с дверями. Я их сужал. То есть брал обыкновенный гипсокартон и сажал на гипсоклей. Как видите, получилось у меня достаточно добротно и прочно. Здесь у меня встанет дверь. Будет крепиться очень хорошо. Вариант проверенный. Далее закрываем все ниши. То есть берем металлические профиля, все закрываем, все планируем. Все должно быть закрыто. Единственное, я оставил одно место. Здесь у меня будет слуховое окно. Я не знаю, как у меня лежит плитка. И я ее установлю все в последний момент. Потолок. Потолок у меня зашпаклеван. Я его зашпаклевал двумя слоями. Затер. Получилось достаточно хорошо. Так, для шпаклевки я бы вам рекомендовал использовать обыкновенный штатив с лампочкой. Потолок видно очень хорошо. Все мелочи, все ошибки. Перед укладкой плитки все стены и потолок грунтуем. Потолок необходимо грунтовать двумя слоями. Потому что потом, когда у вас уже ляжет плитка и вы начнете грунтовать, вам придется плитку потом отмывать. Потому что грунтовка, когда высохнет, отмыть ее практически нереально. То есть все, что вы можете испачкать, пачкайте перед укладкой плитки. То есть потолок грунтуем. Обязательно определяемся с полотенцесушителем. Подводим все трубы в обязательном порядке. У меня металлопластик, и все фиксируем. Как вы видите, у меня все зафиксировано очень жестко. То есть на случай, когда я буду укладывать плитку, буду снимать полотенцесушитель, у меня все разъемы останутся на прежних местах. То же самое можно сказать и о подводе воды к ванной и разводка труб к умывальнику. Все обязательно жестко фиксируем, чтобы когда мы укладывали плитку, нам ничего уже не мешало и не отвлекало. Все трубы я фиксирую обыкновенным клеем для гипсокартона. Фиксирую в несколько слоев, чтобы он у нас не треснул. Все очень хорошо держит. Обязательно фиксируем умывальник. Перед укладкой плитки он будет сниматься, но штыри крепления у нас останутся. Лучше вырезать отверстие в плитке, чем потом засверливать плитку. Плитка может треснуть. То есть проще вырезать отверстие в плитке. И самое главное, по всему периметру укладываем пристенный профиль. То есть это у нас будет второй ряд плитки. Первый ряд плитки мы будем укладывать, когда уложим плитку на пол. Только в этом случае у нас получится все очень ровно и идеально. Когда укладываете профиль, укладывайте его точно горизонтально,
чтобы горизонт был соседним профилем. Это обязательное условие. Тогда плитка у вас ляжет идеально. То есть, если сейчас посмотреть, плитка лежит у меня ровно и идеально. Ничего сложного в том, что я вам показал и рассказал, нет. Самое главное условие – это планирование. Как вы видели на собственном примере, я сделал два косяка, так сказать. Это неправильно сразу завел электропроводку. То есть в планировании была ошибка. И второе, я упустил место, где у меня будет выход канализации. Я сейчас проштробил, создал дополнительную, конечно, пыль, грязь. Но я ошибку свою исправил. То есть это планирование. Покупаете плитку. Профиль крепите обязательно для укладки второго ряда плитки. Дальше вверх. Укладываете плитку на пол, подрезаете и укладываете первый ряд плитки. И все у вас должно получиться очень хорошо. Ничего сложного в этом нет. Всех благодарю за внимание.